Продолжим обучение After Effects. Сегодня мы разберем, как с Photoshop можно импортировать файл в After Effects. И также с Illustrator, Adobe Illustrator, можно импортировать также в After Effects. И какие способы есть импорта файлов. Все это мы рассмотрим на этом уроке. Давайте сейчас откроем Adobe Photoshop. Давайте создадим файл в Photoshop. Давайте назовем его так. Мастер-класс. Мастер-класс. Дальше смотрим ширину в пикселях, высоту. Оставляем все так же. Содержимое фона. Белый фон. Все. Ставим ОК. Дальше что сделаем? Давайте зальем нашу рабочую область. Давайте вот такой вот цвет какой-нибудь. Может даже посветлее. Так, инструмент заливки находится вот здесь. Если у вас здесь какой-то другой инструмент, зажимаете левой клавишей мыши, и у вас выйдет вот такой вот набор инструментов. Выберите инструмент заливку, выберите вот здесь цвет, выбираете цвет и направляете заливку. Так, дальше. Дальше мы напишем текст. Выберем. Давайте прожмем сюда, наверное. Упс. Так. Напишем мастер-класс. Давайте напишем мастер. Посмотрите, у меня стоит шрифт Lobster. 155 это размер. Немножко я сюда передвину. Так, отожму слой. И обратно напишем текст, введя еще раз на монтажную область в любое место. Кликаем. И у нас появляется функция для редактирования текста. Давайте вот так. Я тут, а потом выправлю. Мастер-класс. Немного подвинем. Вот сюда. Дальше что делаем? Давайте я немного разукрашу. Этот будет цвет, может быть, вот такой вот. Вот такой вот цвет сделаем. Так, хорошо. И здесь... И вот тут я... Ну, хотя здесь можно и красный оставить. Вот. Так. Удаляем. Так, этот я оставлю. Теперь уберем цвет. Давайте поредактируем чуть-чуть. Сейчас выправим. Зажимаем Ctrl. Выделяем два сразу слоя. Выделяем два слоя. Так. Так, вот выделяем два слоя. Так. И вот сюда, наверное, выставлю. Вот. И этот поближе. Так, хорошо. Немного отредактируем. Давайте вот внесем стили наши слова. Прожимаем два раза клавишей мыши левой на слой. У нас выходит вот такое вот окошечко. Ну, давайте здесь мы выберем тень.
Вот, выберу тень. Как она у нас? Вот тень появилась. Осталось только отрегулировать чуть-чуть, да? Это непрозрачность. Угу. Так, ну, тень есть. Давайте зайдем в этот теперь, в класс, и сделаем обводку. Так, как она у нас выглядит? Вот. Достаточно. Обводка есть. Тень есть. Так, по идее уже все. Здесь мы все выполнили. Все, мы тут все сделали. Давайте сохраним теперь файл. Заходим в меню «Файл» сверху слева. Сохранить как. Так. Угу. Ну, давайте вот сюда я и сохраню. Сохранить. Все. Проверим. Так, файл есть. Хорошо. Закрываю Photoshop. Открываем After Effects. Так, открыли After Effects. Давайте теперь импортируем тот файл с Photoshop в After Effects. Нажимаем двумя кликами левой клавиши в меню Project. Мастер-класс. Обязательно обратите внимание, чтобы было здесь прописано именно футаж. Мастер-класс, все. И галочки никакие не стояли. Импортируем. Вышло такое меню. Он указывает, как мы хотим импортировать этот файл. Давайте разберем их. Есть у нас футаж, Composition и Composition Retain Layer Size. Давайте футаж. У футажа есть два способа: Merged Layers и Choose Layers. В данный момент у нас стоит Merged Layers. О чем он говорит? Тот файл выйдет полноценным изображением. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот он вышел у нас. Вот. Это изображение полноценное. Здесь ничего не редактируется. Готовый файл. Готовое изображение. Удаляем все. Два раза кликаем. Photoshop. Импорт. Choose Layer. Теперь давайте выберем Choose Layer. Здесь, как видите, тоже два подпункта. Merge Layer, Ignore Layer. Merge – это слить изображение, Ignore – игнорировать стили слоев. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И также окошечко, да, вот здесь есть Document Size и Layer Size. Давайте Layer Size. Смотрите, что получится. Layer Size, он берет тот размер, который выделяет вот именно вот эту область мастера. Если бы мы взяли бы Document Size, он бы полностью весь документ бы полноценный исходный размер. Также здесь нельзя редактировать ничего. Давайте удалим. Посмотрим другой способ. Импорт. Ignore. Давайте тоже мастер. И уже документ size. Вот, документ size, то есть большой уже размер. Он не вырезает эту область. Давайте еще раз попробуем. Так. Choose class master или даже класс ignore document size.
смотрите, ignore. То есть он проигнорировал ту обводку, которую мы делали в фотошопе. Ее нету. Также глаз, merge, document size. А здесь обводка уже появилась. Получается, ignore это игнорирует стили. А то, что мы выбрали, это уже со стилями, которые мы наложили в фотошопе. Удаляем. Дальше. Самые используемые переносы с фотошопа файла в After Effects это Composition. Composition либо Retain Layer Size. Composition. Тут два вида у нас. Editable Layer и Merge Layer. Здесь, если мы выберем верхнюю, мы сможем редактировать стили. Здесь все стили будут слиты, и мы не сможем редактировать их. Давайте посмотрим, как это выглядит. У нас появилась папка. Вот отделяемые все файлы. Нажимая их, мы уже можем тут видеть, что они все отдельные. Вот, посмотрите, здесь мы уже можем редактировать стили. Вот они, стили слоев, строк и цвет. Видите, это обводка. Мы можем уже здесь обводку изменить. Вот. То есть здесь мы можем редактировать. Удаляем все. А здесь мы уже редактировать не сможем. Выделяем все. Здесь стили слоев у нас в папке. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите. Тоже меню открыл, но здесь уже Layer Style отсутствует. Здесь мы редактировать не можем эти слова. И изменять обводку, убирать тени или добавлять тоже не можем. Удаляем все. И последнее. Composition, Retain, Layer Size. Разница в том, что размеры не будут совпадать с размерами исходного файла. Здесь то же самое. Редактируемые, нередактируемые. Вот здесь также мы можем изменять стили. Так, удаляем. Давайте откроем Adobe Illustrator. Создадим файл. Ну, какой? Вот этот. Ориентация в такую выберу, наверное. Высота, цвет. У меня здесь уже готовые шаблоны по созданию файлов, документов. Создаем.
также можно с этого диалогового окна создать. Все вышло. Белый фон. Ну, быстренько сейчас нарисуем. Цвет уже тут у меня есть. Давайте выберем инструмент звезда. Зажимаем клавишу Shift. Для чего мы зажимаем ее? Чтобы она была более ровнее. Если мы будем ее без зажима Shift делать, то она будет у нас крутиться так. А если Shift, она уже как-то вот будет ровненько у нас. Отпускаю клавишу. Заливаю теперь. Делаем вторую звезду. Давайте еще раз звездочку сделаем. Что-то она у меня какая-то или ровная. Нет, не ровная. Вот уже лучше. Так, заливаю тоже. И еще одну звездочку делаем. Нажимаю Shift. Оттягиваю. Ну, пусть будет вот так вот. И вот такой вот. Чуточку вниз, наверное. Вот так вот. Все, хорошо. Цвет прикрываем. Заходим в слои. Выделяем слой. Дальше заходим в это меню. Распределить по слоям. Упорядочить. Дальше выделяем все. Ведем это сюда. И вот этот слой надо удалить. Все. Сохраняем. Давайте переименую. Пусть будет он называться новый. Так. New. Окей. Заходим в Adobe After Effects. New. Галочки не стоят. Footage прописан. Импорт. Так. Вот здесь можно уже выбирать, какой слой мы хотим. Ну, давайте уже зайдем в Composition. Layer Size. Нет, Document Size. Окей. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, вот у нас слои. Каждый по отдельности уже. Здесь мы можем каждый отдельно редактировать. Применять какие-то стили. Изменять. Сейчас мы это уберем. Вот слой 2. Слой 3. Слой 4. Так, здесь мы уже можем редактировать все слои. Вот. Удаляем все. Ну, в принципе, с этим уроком мы разобрались. Все очень просто. Давайте перейдем к следующему уроку.